Причем тут Америка и НАТО? Ты чё, вообще это... Ляла, окопала меня, окопала. Какая белокурая красавица прям. Белокурая прям. Ну вообще, прям вообще как. С Новым годом вас, с Рождеством. Ой, да, твое государство очень активно нас поздравляло и с Новым годом, и с Рождеством. Да? Ага. Вот рождественское перемирие объявило, чтоб херачить по Херсону. Че, херачили прям? А, прикинь. Да? Ага. Ну, нифига себе. Представляешь, Прям. вот хотели, кричали, ходили то, что в Херсоне Россия навсегда, потом их оттуда выбили, и они теперь ничего умнее делать не могут, чем просто уничтожать город. Классная Выбили, страна. да? А что произошло в Херсоне, если не выбили? Ну, я не знаю, как у это... Ну, пропаганда, видимо, сильно работает, да? Да? А в чем суть пропаганды? Ну, выбили, да. Так и что было? Ну, то же самое, что было сейчас с рождественским перемирием. Ага, и что сделали? Ну, как бы не стреляли. А куда делись оттуда российские войска? Ну, на левый берег там ушли и чё? Ну, всего лишь-то. Так и Херсон только на правом находится. Не, ну а чё, смысл-то, зачем? Переформулируй Кого вопрос. эвакуировали, да? Кто не захотел, значит, ну не захотел. Это выбор каждого человека, правильно? Что не захотел? Ну, выходить Куда? в Россию. Так Россия пришла в Херсон, а потом ей дали звездюлей, и она из Херсона вышла. Ой, как вам объяснить-то, если бы... Так, постарайся, правильно. пожалуйста. Ну, это был акт доброй воли. А, очередной. Да. А когда вы выйдете Вот со всей территории Украины, это будет акт какой воли? А нет, со всей Украины-то никто не выйдет. Да? А Ну, чего? да, пока это... Ну, не знаю, нам еще Одесса нужна, А что, Херсон уже не нужен, да? Николаев нужен еще. Почему? Херсон, он как был, он так и останется. Украинским, за Россией. логично. Да Так а как нет. она может быть за Россией, если там никого нет из России? Потому что сейчас уже смысла нет. Ну пусть там, как говорится, ВСУшники выходят в пустой город, бегают там с автоматами, по пустым домам стреляют и говорят, вот у нас победа. А куда люди из Херсона делись? Ну, я не знаю куда. Вот честно, не знаю, куда люди из Херсона. Давай подумаем, куда могли деться люди из города Херсона, когда туда вернулись украинские военные? Кто захотел, тот уехал в Россию, кто не захотел, извини. И что, и где он Вот остался, кто не захотел? Остались, наверное? Так, а сколько осталось? Вот из 100%. Да, скажи, сколько там осталось. Ну, 99%. А 99% осталось, да? Да, потому что когда в Херсон вернулась Украина, мы все выходили и встречали с флагами украинскими. Молодцы. Потому что Херсон — це українське місто. А вы с Херсона смогли взять только первые 3 буквы. Кого взяли? Не забей. А, вы сон взяли, а мы хер взяли, да? Вот вы спите Да, до сих пор. где вы мечтаете о том, как захватить Украину. А никто не собирается захватывать Украину. Да? А что ты мне только что говорил, что вам Одесса нужна, Николаев нужен? Это не Украина, по-твоему? Это не Украина, это исконно русские земли. А кто это придумал? А ты историю знаешь? Какую из? Вообще историю вообще знаешь? Ну, своей какую-то знаю. страны знаешь? Ну, допустим. Вообще, откуда Украина-то вообще взялась? А это не должна волновать. Она вообще была Ну, Украиной? есть документально подтвержденный факт того, что является собой Украина как государство и какие у нее границы. А того, что что-то было много лет назад, никоим образом не влияет на то, что происходит сейчас. Кроме того, что у Украины все еще ебут соседи. А так, ну, в принципе... Не, понимаешь, это исконно русские земли, которые так Россия, были... смотри, не, подожди. В Украине на 100 лет. Ну, хороший. А ну-ка, смотри на меня. Есть 2000, такая вещь, называется развал Советского Союза. Вот и когда Советский Союз развалился, появились новые страны, назовем это так. Вот. И все страны вокруг в этом мире, да, признали существование определенных стран. И вот, например, Россия признала существование Украины в тех границах, в которых она есть. И все дальше разговора быть не может. Шаришь? То, что было 100-200 лет назад, никак не влияет. Потому что если мы будем откатываться до каждого удобного времени, то Россия, в принципе, не будет существовать, и там будут находиться монголо-татары. Или болото, в идеале, конечно. Вот смотри, ты мне говоришь, был СССР, да, и как бы после СССР еще что было? В смысле? Ну, был СССР. Так. После СССР что было? Что было после СССР? Был еще такой союз СНГ назывался. Союз СНГ? А кто его придумал? Все. Все? И Украина в СНГ входила, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Был такой СНГ. А расшифруй мне, пожалуйста, СНГ. Союз независимых государств. А что значит слово посередине? Независимых государств. Так, а что значит независимый? Вот, независимое государство, оно Так. в эти границы входило, потому что СССР, которым была изначально Россия, оно давало какие-то территориальные устои Подожди, нет, подожди, так далеко. всем государствам. Так, подожди, Это давай можно разберемся назвать со словом независимый. Что значит слово Это независимый? можно было называть аренда. Аренда чему? Дружественным странам. Мы если братьям сейчас даем, да? Вы даете друг другу в рот, моя хорошая, а не братьям. Что ты начинаешь? И еще у нас из братьев-то получилось.
Вот у нас остались только бульбаши, а Украина, она превратилась почему-то такую, в какую-то там, ну... Смотри, есть такой интересный момент. Это на каком-то, кстати, вашем сайте. Что Украина в состав СНГ входила ровно до 2 сентября 1996 года, если шо. А вы же себя с 91-го года считаете границы с 91-го года. Там есть некий нюансик, мой хороший. Его просто не сильно все озвучивают. Есть, смотри, с Румынией, если я не ошибаюсь. Короче, то ли с Румынией, то ли с Молдовой в 2001 или 2002 году немножко и были договоренности на тему границ, что оно будет меняться в зависимости от русла реки, чтобы постоянно как бы не спорить на тему, чья это граница. И поэтому, это для людей говорится, да, 91 года, а по факту это разговор про границы 2002 года. Но это детали. В любом случае, да, есть такая штука, называется Будапештский меморандум, который подписала Россия, где Россия гарантировала безопасность и территориальную целостность Украины в тех границах, в которых она, есть и была. Куда входил и Донецк, и Луганск, и Крым, и все остальные города. То есть Россия в 94 или 96 году, сейчас, нужно будет пересмотреть, когда был Будапештский меморандум, где Россия сказала то, что вот это Украина, это независимое государство, и мы гарантируем им территориальную целостность. А потом в 2014 году ее нарушила. Здесь, да? А вот давай 2014 года начнем, когда Россия напала на Украину. Давай. Россия. Когда подписали продолжай. Минские договоренности. Смотри, если ты хочешь услышать мое мнение... Подписала Минские договоренности. Смотри, лично мое мнение. Украина не обязана выполнять любые договоренности с Россией с момента, как Россия оккупировала Крым. Потому что Россия нарушила Будапештский меморандум. Все. Я не буду с тобой спорить за Минские договоренности. Мне похуй. Твоя страна напала на мою. Это не имеет никакого смысла. Если бы России не было на территории Украины с 2014 года, войны бы в этой стране не было. И вообще в идеале, чтобы Россия не существовала, но, к сожалению, вы существуете. Есть референдум. Референдум. Крым. И что? Извини, люди подписали референдум. Скажи мне, пожалуйста, когда в России, считаешь ли ты, что в России честные выборы президента? Абсолютно. Да, за кого ты голосовал последний раз? Я ни разу не ходил на выборы. Да? А откуда ты знаешь, что они честные? Потому что я не хожу на выборы. То есть, очень интересно. А смотри, так получилось о том, что у вас 99% людей, которым я задаю этот вопрос, отвечают точно так же, как и ты, что они на выборы не ходят. Как выборы могут быть честные, если на них не ходят люди? 99% это в чат рулетки, да? Да, я общаюсь с такими же, как ты. А вас таких там большинство. А знаешь, в чат рулетки общаются обычно такие же люди, как я, которые никогда не ходят на выборы и просто хотят узнать вообще, что происходит там в Украине. Причем что происходит в Украине к выборам президента в вашей стране? Я что-то пропустила. Нет, вообще, я говорю, 99% людей, которые тебе сказали, что они не ходят на выборы, это из чат рулетки. Какая разница откуда? Это что же определенный срез населения? Люди, которые ходят на выборы, они в чат рулетки не общаются. А чем отличаются люди, которые сидят в чат рулетки и которые не сидят в чат рулетки? Люди, которые не сидят в чат рулетки, там такие прям дикие патриоты. Зачем тут патриотизм к тому, чтобы ходить на выборы и решать, кто власть в твоей стране? Мне не интересно, знаешь, на выборы идти. Тебе не интересно, кто у тебя власть в твоей стране? Тебе не интересно, куда будут тратиться твои налоги? Тебе не интересно, что будет представлять твоя страна на мировой арене? Вообще не интересно. Тебе не интересно, как планируют развивать твою страну? Она была, есть и будет. Я навіть не знаю, что тут ще сказати. 145 миллионов, да? Если 5 миллионов не пошло на выборы, вот таких, как я, погоду не сделает, если 5 миллионов не пришло на выбор. Нифига себе, это 5%, смотри, это уже, не 5, хорошо, чуть меньше, но это уже может повлиять, если остальные 140 миллионов, сказали пополам, а эти бы 5 проголосовали за кого-то еще. Вы такие интересные, как вы можете говорить про честные вообще референдумы, которые делает ваша вонючая страна, если вы никогда не ходили на выборы? Тебе сколько, лет 80? Мне 52. Херово выглядишь. Да, бывает. Ты за свои 52 года ни разу не принимал участие в том, кто будет властью в твоей стране, но при этом ты рассказываешь украинке, на чью сторону напала Россия, что Россия делает честные выборы в моей стране. Очень ты интересный, конечно, персонаж. Мне знаешь, что интересно? Я просто смотрю на тебя, ты такая молодая, да? У тебя родители, они родились в Советском Союзе. Родились. Да. Они жили в Советском Союзе.
Союзе. И? Я вот не понимаю, вот, как вот мозг-то вот так вот просто его выбрили. Ну, такое чувство, что просто взяли какую-то там бритву, жилет и просто это вот все побрили и все, и по новой все выросло. Ну, Смотри, уже. давай я тебе расскажу одну единственную вещь, чтобы ты понимал, что для Украины Советский Союз. Вот вчера, например, должен был быть день рождения одного прекрасного писателя Стуса, которого расстреляла советская, ну, как бы вот эта вот вся власть за то, что он творил на украинском языке. И это произошло, например, с Леонтовичем, который написал чудеснейшую музыку рождественскую, его тоже расстреляли, потому что он творил на украинском языке. Советский Союз притеснял и уничтожал Украину. Создал там голодомор искусственный, где погибло огромнейшее количество людей, когда Украина кормила весь Советский Союз. Для Украины Советский Союз это оккупация. И когда вы пытаетесь... Подожди, это тебе родители рассказывали? Это очевидные факты. Я тебя спросил про твоих родителей. Что тебя интересует моих родителей? Они тебя чему учили-то? Чему они меня учили? Давай как-то конкретней. Я же спросил, говорю, родители у тебя в Советском Союзе родились, Ну. да? Вот, они выросли в Советском Союзе, они были пионерами там туда-сюда, Был пионером, я чувствую. И комсомольцем был. И что дальше? и все это выбрито, да, у него? Он это все вспоминает с радостью о том, что это больше никогда не произойдет. Шаришь? Советский Союз шарю. это плохо. Это фу. Это очень плохо для, не знаю, для памяти ваших предков. Знаете, Предков. вот давайте будем сносить все памятники, все, что вообще, ну, все, что у вас там касалось, да, что вам Касалось. сделали. Вот у нас там город-герой Киев, да, раньше был. Сейчас это не город-герой Киев, это сейчас у нас такой натовский спортспорт, который надо все это... Почему прям... натовский? Вообще-то леговский, Ну, а окей? какой? Ну, Помимо Россия НАТО не еще Украина. есть Лего, окей? Ну, давай ты просто запомнишь. Россия Вы просто, ну, постоянно воюет путаете. с Есть Украиной, НАТО, Россия это воюет одно, с а мы состоим в Лего. Строим серьезные Россия же не ебаники. воюет с Украиной, правильно? С кем она Россия воюет? не воюет с Украиной. С Хогвартсом? Если бы Россия С воевала Нарнией. чисто с Украиной, где бы вы сейчас были? С Лапландией? Ну, может, в Атлантическом океане где-нибудь, хрен знает, где бы вы были. С кем Вот. воюет Россия? Россия воюет сейчас просто со всем блоком НАТО. Просто НАТО. Так а зачем Россия напала на блок НАТО, по-твоему, тогда? Она не нападала. Это НАТО через Украину. НАТО-то они же просто говорят, да, все. Мы будем воевать до последнего украинца. Они сами не хотят. Мы не хотим. Но до последнего украинца, пока все украинцы там не сдохнут, Давай, мы будем смотри, туда не пугайся. качать оружие. Смотри, это мир, да? Давай посмотрим. Вот смотри, вот Смотри, это вот... вот ты... Russian девушка, Federation. да, молодая, Вот, смотри, недалекого вот, ума. подожди, это важно, давай посмотрим с тобой. Подожди, Ты мне говорю. уже стало неинтересно, потому что подожди. ты недалекого ума. Давай подумаем с тобой. Если вот тут вот, смотри, вот это вот Russian Federation, вот тут вот Ukraine. Смотри, видишь, вот тут вот возле России, к сожалению. Для России, вот с этой стороны, тут вот, видишь, вот это Russian, а вот это вот USA, Соединенные Штаты Америки. Да, и вот тут вот между Сибирией и Аляской 86 километров. Вот это 100% НАТО. Вот, ну, полностью, абсолютно НАТО. А вот с этой стороны Украина. Так скажи мне, пожалуйста, если Россия воюет с НАТО, зачем России добираться до НАТО через весь глобус, если она может потратить 86 километров и напасть на Аляску, которую, кстати, Россия продала, потому что это была их страна, чтобы заплатить какую-то там херню. Не Россия воюет, а НАТО воюет с Россией. Ты что? Хорошо, если НАТО Не хочет напасть на Россию, почему НАТО не пересечь эти 86 километров между Сибирией и Аляской, чтобы напасть на давай- Россию, повоевать Дура. вначале с медведями, а потом с долбоебами? Почему нужно лететь через весь мир, через при чем- Египет, вот а при так чем вот в тут Украину, Америка? чтобы Ты та ебанулась? напала, чтобы алло. Россия напала на Алло, Украину? Алло, голову опусти это ты. При чем тут Америка и НАТО? Ты что, вообще с головой-то все нормально у тебя? Так, а что такое НАТО? Что У такое тебя с НАТО? головой-то все в порядке. Так, что такое НАТО? Пиздец, меня вообще. Ты меня сейчас накрыла и все. Что такое НАТО? Ты Расскажи не- мне, пожалуйста. Ты подожди, ты сейчас пытаешься что-то доказать. Не-не-не, я хочу у тебя узнать, что такое НАТО для тебя. Тут ты сейчас начинаешь что-то мне про Америку, про Аляску. Голову-то свою включи. Сейчас. Включила, и что? А у тебя рубильник в одну сторону работает. Нет, в две. Что такое НАТО тогда? Куда ты ушел?
мы теперь не знаем, кто такая эта НАТО. Скажи мне, пожалуйста, как ты расцениваешь выражение своего президента, что вы начинаете войны, чтобы их заканчивать? Все во благо народу, понимаешь? Какому? В том числе и вашему, и нашему. А какое благо может принести смерть? Люди сами подписываются на это. Я же не виноват, то, что они такие... Какие? Живут в Украине, а на них ракеты сбрасывают? Не-не-не, подожди, ты уже неправильно понимаешь меня. Я имею в виду, ваши же, блин, эти ВСУшники и сами же, понимаешь, начинают педрить. Что начинают? Педрить. Исполнять. Исполнять что? Ну, всякую чушь, вот, допустим, вот, что с 2014 года на Донбассе началось. Кто в этом виноват? Как, вот смотри, вот мне просто интересно, вот как вы себе на России объясняете, что вот украинцы взяли и пошли на отдельный регион Украины воевать? Ну, типа, в чем идея? Ты видишь, насколько я осведомлен информацией, получается, Донецк и Луганск хотели отделиться и стать независимыми государствами. Правильно понимаю? Нет. Давай тогда скажи мне свою точку зрения, и как ты считаешь, или может это правда будет? Россия развязала войну на Донбассе. Да, и откуда у тебя такая информация? Давай логично. Есть регион, да, в Украине. В этом регионе начинается война с участием России, которая эту войну развязывает. Где Россия перед этим захватывает Крым под оккупацией, и делает точно так же на Донбассе. Пытается захватить эти территории. Проходит 8 лет. У России не получается захватить территории. Она решает идти ва-банк и идет на Киев, на Чернигов, на Сумы, на Херсон и на остальные города Украины в попытках захватить уже большую территорию Украины. У нее это плохо получается, но она продолжает вести эту войну. Скажи мне, пожалуйста, в этой всей истории, какой бы смысл Украине было бы начинать войну на Донбассе, когда Донбасс это был один из самых богатых регионов на тот момент, который платил, извиняюсь за бедность речи, ебейшие налоги. Зачем делать так, чтобы там была война? Девочка, вот ты меня своими словами окапываешь, я даже не знаю, какие аргументы привести вообще в этом случае. Потому что то, что, смотри, твоя пропаганда, она нелогичная. Российская пропаганда нелогичная. Ну, это ты тоже информацию всю из средств массовой информации получила, то, что ты мне сейчас говоришь? Нет, я просто живу в этой стране. Я владею информацией в связи с тем, что я здесь живу. И я нахожусь в этой информации. Ну, да. Ты понимаешь, что средства массовой информации это 90% там такого вообще придумывают. Смотри, когда в 2014 году люди начали выезжать с Донбасса, очень много людей переехали в Киев. И у меня очень много знакомых и друзей, которые переехали в Киев с Донбасса. И я почему-то ни от одного из этих людей не слышала о том, что там начала войну Украина. Ну, в этом нету смысла, шаришь? Не знаю. Видишь, в любом случае, я считаю себя патриотом своей страны. Быть патриотом страны, это не значит, что нужно обязательно поддерживать решения неправильные своей страны. Это разные вещи. Не знаю, видишь, это уже точка зрения моя, понимаешь? То есть ты будешь поддерживать свою страну, точнее не так, не свою страну, а власть в стране, которую ты не выбирал, которая у тебя по факту там находится незаконно, потому что Путин изменил конституцию, чтобы он мог остаться еще на один срок. И ты это будешь поддерживать, потому что так сложилось. А ты не будешь делать так, чтобы в твоей стране было развитие, а будешь просто поддерживать тех дяденек, которые сидят у тебя у власти, потому что так ты считаешь, что делают патриоты. Я так не считаю. Ну, частично я с тобой согласен, но я не собираюсь сидеть на пятой точке смирно и не менять ничего в своей жизни. Так ты уже это делаешь. Ошибаешься. Ну, ты уже сидишь у себя в стране, и ты уже соглашаешься с тем, что делает твоя власть. Да. Вот с этим вот конкретно, с этим я согласен. То есть ты согласен с тем, что, например, они бьют ракетами по прямым по жилым домам, напрямую? Нет, с этим я не согласен. Конечно, это неправильно. Если это действительно что в этой войне правильного? В любом случае, в вашей стране тоже есть люди, которые считают так же, как ты мне сейчас утверждала, что власть в вашей Украине это не соответствует нормам. Они могут прийти на выборы и выбрать ту власть, которую они считают нужным. Так, ну давай смотри, допустим, будет 60% тех, кто за то, что будет там новое правительство в Украине, типа, которое их устраивает. И вот эти 40%, которых не устраивает вообще ничего, будут Ну, так оно работает. Работает по большинству. Так выбирает, например, президента. Вот за кого больше всего людей проголосовало, тот и президент. Ну, так, а другим людям-то что остается делать? Ну, так складывается. Ну, так работает демократия. Когда много людей находится в одном месте, происходит голосование, и большинство
большинство голосов побеждает. Ты мне не объясняй это, я знаю, как это происходит. Так почему ты задаешь глупый вопрос, что делать тем, кто оказался в меньшинстве? Я не знаю даже, вот, не знаю, что тебе сказать. Вот, а как ты понимаешь, зачем твоя страна развязала войну в Украине? Я так не считаю. Ты считаешь, что она не развязала войну в Украине? Да, я так, именно так я и считаю. Ага, а что тут делают российские солдаты? Вот в эту данную секунду. Воюют с вашими нацистами, со всеми. Кто такие нацисты? Подражатели таких, как Гитлер, всякая такая чушь и бредня. Как ты понимаешь, что здесь подражатели Гитлера? Да, я просто так считаю. А хочешь прикол? Сегодня я даже тебе зачитаю. Мне буквально недавно скинули эту супер картинку. В 1939 году, когда была Вторая мировая война, Гитлер в сентябре того года сказал такую фразу. Это ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. Я всегда хотел только мира. Путин сегодня заявляет, мы долго терпели, долго пытались договориться, мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Нет, я не наблюдаю. Также, насколько я осведомлен, есть у Гитлера и такое выражение, то что арийцы, то есть чистокровная нация, и ей будет помогать, точнее, под ними будет весь мир. Так? Это тоже было? Ну, согласись. Ну, хорошо. Было. Смотри, какая цель была у Гитлера, когда он пошел на Россию, ну и в том числе на Европу? Захватить весь мир. Все под себя. Ну? Почему? Как освободить? Захватить. Но он всем говорил, что он освобождает. Да, захватить. Какая цель у него была? Пойти на Россию и что сделать? А ты знаешь, то же самое, что он делал с другими странами. Он пытался захватить. Также евреи. Зачем он их истреблял? А зачем россияне истребляют украинцев? Ты понимаешь, что все взаимно. Вы уничтожаете наших, наши ваших. Евреи кого-то уничтожали? Нет, я тебе в общем говорю. Смотри, давайте я скажу такую фразу. Если россиянин не будет переходить границу с Украиной, тем более с автоматом, то у него шансов остаться живым плюс-минус 99%. Если он перейдет границу, то у него шансов остаться в живых 50 на 50. Или да, или нет. Не знаю, девушка, не знаю. Давай еще раз, смотри. Если россияне не будут приходить в Украину, они не будут умирать. Правильно? Правильно. То есть, чтобы украинцы перестали убивать россиян, то россиянам нужно перестать переходить в Украину и пытаться убивать украинцев. По факту, как оно есть, так и сказала. Ты права в этом. То есть, получается, чтобы война закончилась, россиянам нужно уйти из Украины и больше сюда не приходить. Когда россияне не будут убивать украинцев, и украинцы не будут убивать россиян, которые пришли их убить. Ну, видишь... Нет, подожди, нет, ответь мне на этот вопрос. Нет, не считаю так. Пусть оно будет как и есть. Зачем? Если... Надо, понимаешь? Надо что-то делать. Надо что делать? Какая цель? Надо освободить, либо захватить. Так освободить или захватить? Я тебе говорю, что-то из этого одного. Что-то из этого одного, но это кардинально две разные вещи. Смотря какая цель и у нашего правительства. Какая у тебя цель в жизни? В жизни? Да. Ну, много, если честно. Ну, основную можешь сказать? Сходить в армию. Вот это у меня превыше всего стоит. Зачем? Долг родине. Обязанность моя, прямая как гражданин Российской Федерации. А что такое долг родине? Обязанность служить, понимаешь, чтобы быть в случае каких-то конфликтных ситуаций между государствами в запасе, защищать своих близких, свою семью и таких же, как и я. Скажи мне, пожалуйста, как ты отнесешься к такой информации, что всему миру абсолютно поебать на Россию? И что ваша Россия нахер никому не нужна? Нам тоже остальной мир, понимаешь, не нужен. Так вы приходите в другие страны убивать там людей. К вам никто не идет, вы нахер никому не нужны. Ну, так, значит, мы хотим идти к кому-то, понятно? Мы ты же говоришь защищать Родину. Как можно защищать Родину, нападая на другие страны? Сейчас с тобой вообще уже о другом речь. Хорошо, давайте я перефразирую. Сколько раз у России была война, где начинала войну не Россия? Я не знаю, так там, с Германией ебаной. И что, Германия-то она... Здравствуйте, добрый день. А владеете ли вы, молодой человек, информацией о том, что Советский Союз вместе с Германией напал на Польшу 17 сентября 1939 года? Девушка, где вас так дубом уебало? Скажите мне, пожалуйста. Гугли. Ну-ка забей. Так, 17 сентября 1939 года. Сейчас будет просветление. Тогда читаем. Бля, окопала меня, действительно не знал, стыдно, извиняюсь еще. А ты знаешь, почему Германия напала на Советский Союз? Давай, слушаю тебя внимательно. Только ты, подготовься к этой информации. Советский Союз решил напасть на Финляндию, маленькую победоносную, в 1939 году, где успешно, со своим огромным военным потенциалом, проебал в войне с Финляндией, где у Финляндии было всего 200 танков, когда у Советского Союза их были 1000. После этого Гитлер посмотрел на Советский
Союз, с которым они были, блядь, друзьяшки, увидел то, что Советский Союз ни хера из себя не представляет, и решил напасть на Советский Союз, чтобы его захватить, потому что он понял, что Советский Союз не в состоянии воевать. Ать он умный, да? Это получается что? Даже во Второй мировой войне Россия виновата. Опять везде, блядь, мы, россияне, были виноваты. Так да? бывает. Когда вы нападаете на другие страны, убиваете там людей, получается, что вы виноваты. Ладно, девочка, давай эту дискуссию закончим, лучше нормально побазарим, нам что-нибудь обсудим интересное, давай вот без этих... Малыш, очень глупый мальчик, чтобы с тобой о чем-то еще говорить. Можешь пойти на... Иди на... Не успел.